После распада Советского Союза в нашей стране бурно развивались религии. И интерес к религиям возрастал у населения Российской Федерации после 70 лет, когда был ограничен доступ к церквям, к мечетям, к синагогам со стороны государства. Не стали, конечно, исключением в проявлении этого интереса и российские мусульмане. Хочу сказать, что вот в период бурного интереса, развития интереса к религии, к исламу в частности, в Российской Федерации за 20 последних лет количество мечетей возросло, было около 100 в 90-91 году, чуть менее 100, сейчас более 7 тысяч. То есть увеличение в 70-80 раз количество мечетей за 20 лет. В этой связи, в связи с тем, что такое бурное количество роста интереса к исламу, роста количества мечетей, мы столкнулись с кадрами, с кадровой проблемой. Столкнулись с тем, что в этих мечетях нужно было работать подготовленным людям, а таких людей в нашей стране не было. Я уже на прошлой конференции говорил, что на первом этапе наши молодые люди стали выезжать за границу, потому что не было российской школы. Все учебные заведения оказались за пределами Российской Федерации, в частности в Узбекистане. И поэтому фактически пришлось создавать и делать российскую религиозную исламскую школу заново. Действительно, на определенном этапе, в начале 2000-х годов, Совет муфтиев, другие централизованные религиозные организации обратились за помощью и поддержку к государству. Мы в тесном сотрудничестве и в тесном партнерстве мы разработали специальную программу, которая включала и включает до сих пор в себя организационно-методическую и финансовую помощь исламским университетам и медресе. Формы образования меняются. И меняются очень стремительно. Меняющиеся формы влияют на содержание образования. Интернет, дистантные формы обучения подвергают сомнению и пересмотру сложившуюся за многие века иерархию системы образования, ту иерархию, которая была связана с традиционными университетами, традиционными формами духовных учебных заведений, влиянием государств и обществ. Сегодня каждый может учить каждого. И очевидно, что при всей важности систем государственного и академического регулирования образовательного процесса и систем государственного и академического признания полученных знаний, главным становится не иерархическая система, а авторитет преподавателя, авторитет учителя, авторитет преподающего, уровень его знаний, глубина понимания жизни и понимание того, что нужно ученику и в целом современному человеку. Очень важен, не менее, может быть и более важен, личный нравственный авторитет преподавателя. Вот почему так важно учить учителей. Если раньше, 100 лет назад, даже 50 лет назад было достаточно выстроить систему, и система работала сама по себе в рамках университета или в рамках того или иного общественного или государственного механизма, то сейчас, в период дистантного обучения, в период, когда знания распространяются через легкодоступные информационные каналы, главным становится облик и авторитет преподавателя, а не система. И никакая система не заменит роли учителя, роли преподавателя. Учить учителей действительно очень важно. И в этом процессе мне хотелось бы пожелать успехов Российскому исламскому университету и всем участникам оформляющейся сегодня системы исламского образования в России,
эта система очень нужна. И самое главное, в ней должны быть авторитетные, яркие, признанные молодежью преподаватели. От того, насколько эта система будет сформирована, от того, насколько будет авторитет учащего, зависит в значительной степени будущее всей России, а не только российской исламской уммы, поскольку очевидно, что без исламской уммы Россия неполная, и от отношений между исламской уммой и остальным населением страны в значительной степени зависит мир в России, целостность России и ее историческое будущее. Для меня высокая честь участвовать в этой конференции, организованной под эгидой Совета муфтиев России. Это также добрый знак того, что уважительный содержательный объем мнениями, идущий между Римско-католической церковью и исламом в рамках Советского комитета по диалогу, продолжает приносить плоды. Как сказал Папа Бенедикт XVI во время своего визита в Палестину, мы представляем не политическую власть, а духовную силу. Но именно духовная сила является той реальностью, которая может послужить продвижению мира. Мы можем легче в свете веры увидеть истинные критерии ценности мира, свободные от частных интересов. Мы это уже делаем и намереваемся делать и впредь. И христиане, и мусульмане считают мир даром Божьим, но также плодом человеческой деятельности. Истинный и длительный мир не может быть достигнут без справедливости и равенства между людьми и общинами. Оснований для религиозных конфликтов не так много, но эскалация конфликта может быть опасна для страны. Протестные группы немногочисленны, но такие протесты могут привести к радикализации ситуации. Что можно противопоставить? Межрелигиозный, межкультурный диалог на всех уровнях. Вы знаете, вот в качестве одного из таких путей ООН предложила проводить на регулярной основе межрелигиозный, Всемирную неделю гармонизации, гармоничных межрелигиозных отношений. Нужно также строить общинные центры. Общинные центры в каждом районе, в каждой префектуре Москвы. И это был бы центр, где могли бы молиться и мусульмане, и другой день евреи. Найдется время и место. И когда надо там, другие христианские конфессии кто-то, а вообще там будут и семейные клубы, и вот те клубы, которые у нас были, а потом их приватизировали, и они пропали, исчезли. Их нужно возродить или строить заново. Конечно, укрепление семьи, школы, это тоже должно быть в этих клубах. И воскресные школы в этих общинных центрах могут быть. Потому что в такую погоду ребенка не потащишь. Вообще, если мусульманам будет негде молиться, пусть придут в синагогу. Если евреи в морозную субботу постучат в мечеть помолиться, неужели не пустите под крышу на час? Мы с вами братья, как Исмаил и Исаак. Один брат без другого не спасся бы. И Господь спасал их, когда они были вместе. Вот такая судьба и у нас. Да благословит нас всех Господь Бог. Спасибо. Спасибо. Аминь, иншаллах.